The data is in front of you, Damon. What? That's it? Узри чудеса технологий. Это Шварценеггер. Ну а теперь перейдем к больной теме Xbox — интерфейсу. И когда я впервые запустил Xbox Series X, я просто проорал: чё, Microsoft, ахули, вы вообще чё вообще в себе? Почему? Ну, потому что они впервые сделали нормальный интерфейс. Впервые за всю историю Xbox, вот после Xbox 360 первого варианта с лепестками. Это был идеальный интерфейс для того времени. И вот все эти годы они выдавали какую-то невменяемую хероту. И, конечно, фанаты Xbox говорили: да ладно, нормально, мне же на нем игры только запускать. И всячески оправдывались. Так вот, ребят, теперь оправдываться не надо, потому что на Xbox Series X реально очень хороший, очень удобный и, что интересно, настраиваемый интерфейс. То есть все фичи, которые они пытались вот заложить в Xbox One интерфейс, они наконец-то здесь вот нормально реализованы. Ну а теперь немножечко вспомним наш обзор Xbox One, и я покажу вам, как здесь все устроено. Эй, старина, прервись и поставь лайк. Ну серьезно, не ленись, тебе секунда, а ролику поможет. Вон ребят как стараются, меня даже зовут озвучивать. Давай, короче, жми и погнали дальше. Собственно, вот этот вот квадрат, где сейчас я нахожусь, это последнее запущенное приложение. Да, то, что раньше занимало на Xbox One весь экран, теперь уместили в маленький квадрат. Ближайшая справа от меня иконка — это быстрая загрузка. То, что в данный момент скачивает консоль, я думаю, что все согласятся, что это супер важно и супер удобно. Потому что даже вот на PlayStation 4 всегда приходилось лезть, там, смотреть, что в каком порядке у тебя качается. Здесь ты знаешь, что у тебя в приоритете и когда оно скачается. Дальше несколько следующих иконок — это те последние приложения, которые вы запускали. Ну а последняя иконка в этом ряду — это ссылка на Microsoft Store. То есть если вам нужно быстро перейти в магазин. Собственно, по-моему, идеально придумали. У тебя есть последнее приложение, у тебя информация о скачке, у тебя магазин и несколько еще более мелких иконок последних запущенных игр. Дальше перемещаемся вниз, там находится знакомая вкладка по предыдущему Xbox One со всеми установленными, приобретенными играми и приложениями. То есть мы можем быстро посмотреть свою библиотеку, выбрать, что скачать, и посмотреть, как оно скачивается. Более подробно, сколько места у нас осталось и так далее. Следующая снизу справа иконочка у нас показывает новости. Причем прикольно это сделано. Нажимаешь, и выезжает такой вот аналог мессенджера, те как в Телеграме. Microsoft посылает апдейты. И как видите, сейчас там написано: ждите обновления 10 ноября. Так что будем надеяться, вот Quick Resume и все остальное к запуску как раз таки поправят. Последние две плиточки у нас рассказывают нам о том, что новенького появилось в геймпассе, какая бесплатная игра подписочная вышла. Ну и последняя иконка режет по-живому, потому что, конечно, те, кто собирался покупать Xbox Series X, надеялись поиграть на нем Cyberpunk 2077. Более того, я думаю, Microsoft очень надеялись, что у них в стартовой линейке будет, в общем-то, Cyberpunk. Но придется подождать еще 20 дней. Лично я считаю, слава богу, потому что иначе мы бы совсем рехнулись в этом месяце. Потому что и так уже не спим больше недели нормально, по 3-4 часа максимум. Ладно, погнали дальше. Это все еще листается вниз. То есть есть вертикальная структура. На самом деле она более расширена, повторяет уже упомянутые вещи. Сразу идет Xbox Game Pass. Ну, чувствуете, как Microsoft его толкает с большими подробностями. Вылезают актуальные тайтлы и всячески, в общем-то, заманивают тебя, чтобы ты в основной раздел Xbox Game Pass зашел. Ну, а там, я уже сказал, дохренище игр самых-самых-самых-самых-самых-самых разных. Кстати, что касается приложений, то тут полный фарш. В принципе, большинство того, что было на Винде и на Xbox One, оно работает и здесь. То есть у вас сразу есть приложение Netflix, YouTube, Иви, Ока, EA отдельное приложение, но оно уже устарело, его скоро удалят, потому что все игры Early Access, да, EA, они будут добавлены в подписку Xbox Game Pass. Хочешь качай Twitch, хочешь качай музыку. Сейчас еще Spotify добавили, а 10 ноября выйдет приложение Apple TV, и от этой новости я, честно говоря, охренел. То есть представить, что на
консоли Microsoft будет приложение от Apple, было довольно сложно. Но теперь есть и полный доступ ко всем шоу и всей продукции вот Apple TV. Это безумно круто. Следующий уровень — это Store, ну то же самое. Тебе вот последние игры, не последние, всячески заманивают зайти в магазин. Следующая закладка — это события, ивенты, то есть это то, что в различных онлайновых играх будет происходить в ближайшее время. Ну как там Хэллоуин в Modern Warfare или там в Fortnite. Для всего этого есть там свой календарь событий, прямых эфиров каких-то интересных, ну и всего такого прочего. Следующий уровень — это сообщество, где, собственно, находится информация о всех ваших друзьях, их достижениях, ну и, собственно, ваша стеночка и встроенный мессенджер для общения с другими людьми, для создания кланов, групп и всего такого. Ну и дальше все, в общем-то. Есть еще уровень закрепления. Это то, что у вас было на основном дашборде Xbox One, который вы оформляли. Он вот автоматом сюда переносится, он здесь устарел. Но самое интересное — это то, что вся вот эта структура, она настраивается. Вы просто нажимаете кнопочку, можете добавить на эти уровни любую игру, удалить вот эти вот ненужные, например, вам ивенты или сообщества. Если вам на основном экране они не нужны, это можно удалить, поменять местами, перенести любимую игру вверх, чтобы она была сразу под основным меню. Тогда там, да, все последние события, связанные с ней, будут на основном экране. Короче, просто удобно, кайфово. Молодцы. Ну и вот в целом все, что есть сказать про интерфейс. Реально постарались. Молодцы. Ну и вообще, в целом, это хочется сказать про всю консоль. То, как она придумана, продумана, как быстро запускаются игры, как ты быстро со всем взаимодействуешь, я не побоюсь этого слова, Xbox Series X намного круче, удобнее ПК. Да, любой из вас может представить, чего стоит запустить игру на компьютере. Ты сначала запускаешь Steam или Uplay, они все тупят, коннектятся, ты там ищешь свою игру, запускаешь, они там 10 раз все проверяют, все шатко-валко запускается, но потом уже игра идет нормально. Так вот, на Xbox Series X это все происходит за секунды. И это действительно новое Next Gen ощущение. Ну, о конкретных примерах, как, в общем-то, старые игры играются на Xbox Series X, как новые игры играются на Xbox Series X и на предыдущих консолях, и вообще о том, во что играть на этой консоли, мы поговорим в следующих выпусках. Ну и, собственно, не ждите, нажимайте на следующий ролик, ну или на предыдущий. Ну и не забывайте лайки и писать в комментах, что думаете, ну и, естественно, делиться с друзьями. Счастливо, увидимся! Короче, слева жмешь, про впечатление от Xbox Series X слушаешь. Справа дальше про его обратную совместимость с предыдущими Хуанами. Внизу что-нибудь другое посмотришь. Все понял? И лайк не забудь.